Привет, друзья! Рад с вами встретиться снова на моем канале English Online. И у нас уже 7-й урок Respiratory System. Дыхательная система. И чтобы двигаться дальше по этому уроку, давайте изучим слова, которые нам предлагают. Unit 7 Respiratory System. Respiratory System – дыхательный аппарат, органы дыхания, дыхательная система. Respiratory, или есть еще один вариант, как пишут в словаре, respiratory, дыхательный, респираторный. Lung – лёгкое, bronchial – бронхиальный. Alveolus – ячейка, небольшое углубление, лунка или alveola. Alveoli – альвеола. Airways – дыхательные пути. Inhale – вдыхать, втягивать воздух, жидкость. Exhale или exhale – выдыхать, делать выдох. Breathe – дышать. Oxygen – кислород. Слов будет много, поэтому переходим на следующую доску. Эмфизема. Эмфизема – растяжение органов для ткани воздуха. Asthma – астма, приступ удушья. Chronic – хронический. Disease – болезнь. Involve – привлекать, вовлекать. Inflammation – воспламенение или воспаление. Wheeze – Z, кстати, здесь обычно. Wheeze – тяжелое дыхание, отдышка, сопение, хрип. Cough или еще один вариант cough – кашель. Bloodstream – кровоток. Ailment – нездоровье, недомогание. Common ailment – общее недомогание. Excessive – чрезмерный, излишний. Trachea – трахея. Sac – мешочек, сумка или киста. Misshapen – деформированный. Adverse – неблагоприятно. Adversely – неблагоприятно. Adverse – вредный. Curable – излечимый. Incurable – неизлечимый, неисцелимый. Inhaler – ингалятор. Ну а теперь приступаем к нашему уроку. Get ready. Exercise 1. Before I read the passage, talk about these questions. Упражнение первое, перед тем, как прочитать вот эту статью. Астма, да? Про астму, эмфизему. Нам нужно ответить на такие вопросы. Но я рекомендую вначале прочитать все-таки статью, а потом ответить на эти вопросы. Потому что смотрите, какие здесь вопросы. What are some parts of the respiratory system? Какие вы знаете части респираторной, да, или дыхательной системы? Ну, на это, возможно, вы ответите на английском. А вот на второе. What are some common ailments of the respiratory system? Какие самые распространенные заболевания респираторной системы? Давайте вначале прочитаем текст, чтобы было легче ответить на эти вопросы. И будем делать по такой системе, что вначале слушаем частично, останавливаем и повторяем и переводим. Поехали. Unit 7 Respiratory System. Exercise 5, page 17. Hyde's Medical Dictionary. Hyde's Medical Dictionary. Медицинский словарь Хайда. Illnesses of the respiratory system. Illnesses of the respiratory system. Заболевания дыхательной системы. Asthma. Asthma is a chronic disease of the lungs. Asthma. Asthma is a chronic disease of the lungs. Астма – это хроническая болезнь легких.
It involves inflammation of the bronchial tubes and other airways. It involves inflammation of the bronchial tubes and other airways. Оно включает в себя воспаление бронхиальных труб и других дыхательных путей. This causes wheezing, coughing, and difficulty breathing. This causes wheezing, coughing, and difficulty breathing. Эта болезнь причиняет... Кто помнит, что такое wheezing? Это из новых слов. Это у нас хрип или одышка, да? В данном случае, думаю, лучше одышка перевести. Coughing – кашель и трудности с дыханием. One way to treat asthma is to inhale medicine using an inhaler. One way to treat asthma is to inhale medicine using an inhaler. Один из способов, чтобы лечить астму, это ингаляция. Ингаляция с лекарством, используя ингалятор. Emphysema. Эмфисима. Emphysema is a progressive respiratory disease. Emphysema is a progressive respiratory disease. Эмфизема – это прогрессивное респираторное заболевание. It is the result of bronchial tube damage. It is the result of bronchial tube damage. Это результат повреждения бронхиальных труб. In emphysema, the alveoli lose their shape and functionality. In emphysema, the alveoli lose their shape and functionality When the person exhales. when the person exhales. При эмфиземе alveoli теряют свою форму, или alveola теряет свою форму и функциональность, когда человек выдыхает. As a result, less oxygen is allowed to enter the bloodstream. As a result, less oxygen is allowed to enter the bloodstream. И как результат, меньше кислорода позволяет, чтобы попадало в кровяной поток. Smoking tobacco is one of the most common causes of emphysema. Smoking tobacco is one of the most common causes of emphysema. Курение табака – один из самых распространенных причин возникновения эмфиземы. А теперь давайте ответим на вопрос. The first one. What are some parts of the respiratory system? Some parts of the respiratory system are the bronchial tubes and the lungs. What are some common ailments of the respiratory system? Two common ailments of the respiratory system are asthma, which is when the bronchial tubes are inflamed, and emphysema is where the alveoli lose their shape and stop working properly. И мы переходим к следующему заданию. Exercise 2. Read the passage from a medical dictionary, then choose the correct answers. Прочитайте отрывок из текста из медицинского словаря, то, что мы сделали, а затем выберите правильный ответ. What is the main topic of the passage? Какой основной смысл или основная тема этой статьи? Comparing treatments of respiratory illness. Сравнить лечение заболеваний респираторной системы. Defining two types of respiratory illness. Определить два типа респираторных заболеваний. Categorizing parts of the respiratory system. Определить по категориям части респираторной системы. Explaining how oxygen enters the blood. Объяснить, как кислород попадает в кровь.
Итак, правильный ответ. Defining two types of respiratory illness. Второй вопрос. Which of the following is not a symptom of asthma? Какой из следующих не является симптомом астмы? Wheezing, coughing, inflamed bronchial tubes, excessive oxygen entering the blood. Кто помнит, что такое wheeze? Wheeze — это хрип или одышка. Coughing — кашель. Inflamed bronchial tubes — воспаленные бронхиальные трубы. Excessive oxygen entering the blood. Excessive – это чрезмерное или излишнее попадание кислорода в кровь. Итак, правильный ответ, конечно, D. Excessive oxygen entering the blood. Это не является симптомом астмы. 3. When do alveoli lose their shape in a person with emphysema? Когда alveoli теряют свою форму у человека с эмфиземой. When the person exhales, when the person inhales, when bronchial tubes become inflamed, when the person takes medicine. Когда человек выдыхает, когда человек вдыхает, когда бронхиальные трубы становятся воспаленными, когда человек принимает препараты. Of course, it is A. When the person exhales, когда человек выдыхает. И мы переходим к следующему уроку. Упражнение. Exercise 3. Fill in the blanks with the correct words and phrases from the word bank. Заполните пробелы правильными словами и фразами из предложенных слов. Air passes into the lungs from the trachea through the... Воздух попадает в легкие из трахеи через... И правильный ответ, конечно же, bronchial tubes. Sam's makes him cough and wheeze. Что-то там у Сэма причиняет ему кашель, хрип и затрудненное дыхание. Одышку. Что это? Конечно же, это астма. Exercise. Emphysema makes it difficult to... Эмфизема причиняет сложности. И ваш ответ. Да. Exhale. The are the main organs of the respiratory system. Основные органы респираторной системы — это, конечно, lungs. Is a naturally occurring gas essential to human survival. Что природным образом снабжает газом, важным газом для человека, чтобы он выжил. Of course, it is oxygen. Закрутили, конечно, вопрос. И это было третье упражнение, и мы идем дальше. Exercise 4. Write a word that is similar in meaning to the underlined part. Напишите слово, которое похоже по значению в подчеркнутом слове. To treat Jane's asthma, the doctor gave her medicine to breathe in. И при лечении астмы Джен доктор дал ей препараты для вдыхания. Breathe in, вдыхать, да? Есть другое слово, которое кто-нибудь помнит? Да, это ɪn'heɪl.
Остальные слова вы подписываете сами, я вам подсказывать не буду. People with respiratory illness often find it difficult to inhale and exhale. Люди с респираторной болезнью обычно для них трудно вдыхать и выдыхать. Какое-то слово вдыхать и выдыхать. Small air sacs in the lungs are the endpoints of the respiratory airway. Маленькие воздушные мешочки в легких – это конечная точка в респираторной системе дыхания. Другими словами, это маленькие воздушные мешочки. The patient suffers from damage and misshapen alveoli. Пациент страдает от повреждения и деформации алвеолы. Какая это болезнь? Damage and misshapen alveoli. Через несколько секунд я покажу вам правильный ответ. И давайте последний. The network of organs and airways responsible for gas exchange can be adversely affected by smoking. Работа органов и воздушных дыхательных путей, ответственных за обмен газом, на них может быть неблагоприятно воздействием курением. И через несколько секунд я покажу вам правильные ответы. Нажмите паузу, если вы еще не готовы. Итак, правильный ответ. Breathe in – это inhale. Inhale and exhale. Breathe. Small area sacs. Alveoli. Damage and misshapen alveoli. Emphysema. Network of organs and airways responsible for gas exchange. Respiratory system. И мы переходим к следующему заданию. Listen and read the passage from a medical dictionary again. What happens to the alveoli in people with emphysema? Прочитайте еще раз статью из медицинского словаря и ответьте на такой вопрос. Что происходит с алвеолой человека при эмфиземе? Давайте я включу вам еще раз аудио, и вы сами будете нажимать на паузу и читать. Прослушали, остановили, прочитали. Прослушали предложение, остановили, прочитали. И тренируем свое произношение. Unit 7. Respiratory System. Exercise 5, page 17. Hyde's Medical Dictionary. Illnesses of the respiratory system. Asthma. Asthma is a chronic disease of the lungs. It involves inflammation of the bronchial tubes and other airways. This causes wheezing, coughing, and difficulty breathing. One way to treat asthma is to inhale medicine using an inhaler. Emphysema. Emphysema is a progressive respiratory disease. It is the result of bronchial tube damage. In emphysema, the alveoli lose their shape and functionality when the person exhales. As a result, less oxygen is allowed to enter the bloodstream. Smoking tobacco is one of the most common causes of emphysema. И у нас остался еще вопрос. What happens to the alveoli in people with emphysema? Что происходит с альвеолой человека при эмфиземе? И, конечно же, emphysema is a disease that affects the respiratory system. It damages the alveoli and causes them to lose their shape when the infected person exhales. И мы переходим к следующему уроку. Listening. Exercise 6. Listen to a conversation between a doctor and a patient. Mark the following statements as true or false.
Послушайте диалог между доктором и пациентом. Отметьте следующие утверждения. Правда это или ложь. Давайте разберем эти утверждения. The woman has had asthma for years. У женщины астма многие годы. The woman's new illness is curable. Новая болезнь женщины излечима. Curable – излечима. The man writes the woman a prescription. Мужчина написал женщине рецепт. Давайте послушаем этот диалог. Exercises 6 and 7, page 17. Good morning, Mrs. Simmons. I've taken a look at your chest x-rays. Yes, what did you find? I'm sorry to say it appears to be emphysema. Really? I thought it was just my asthma. Well, you've had asthma for years, but this is an entirely new condition. Can it be cured? Unfortunately, emphysema is incurable, but there are treatments that can slow its progression. I hope they work. I just want to be able to breathe well. So, what is your answer? The first one. The woman has had asthma for years. Years. Yes, it's true. The woman's new illness is curable. It's false. The man writes the woman a prescription. It's false. И мы переходим к следующему уроку. Exercise 7. Listen again and complete the conversation. Давайте еще раз прослушаем и дополним этот разговор. Exercises 6 and 7, page 17. Good morning, Mrs. Simmons. I've taken a look at your chest x-rays. Yes, and what did you find? I'm sorry to say it appears to be emphysema. Really? I thought it was just my asthma. Well, you've had asthma for years, but this is an entirely new condition. Can it be cured? Unfortunately, emphysema is incurable, but there are treatments that can slow its progression. I hope they work. I just want to be able to breathe well. Итак, если вам нужно, прослушайте еще раз, отмотайте назад. Или нажмите на паузу, если нужно заполнить этот диалог. Потому что через несколько секунд я покажу вам правильный ответ. Итак, давайте прочитаем этот диалог, уже вставленными словами, и переведем его. Good morning, Miss Simmons. I have taken a look at your chest x-rays. Доброе утро, мисс Симмонс. Я уже просмотрел ваш рентген груди. Yes, and what did you find? Да, и что же вы там нашли? I'm sorry to say, it appears to be emphysema. Мне жаль это говорить, но кажется, у вас эмфизема. Oh, really? I thought it was just my asthma. Правда? А я думал, у меня всего лишь астма. Well, you had asthma for years, but this is an entirely new condition. Да, у вас была астма многие годы, но теперь у вас, в общем, совсем другое состояние. Can it be cured? Это излечимо? Unfortunately, emphysema is uncurable. К сожалению, эмфизема неизлечима. But there are treatments that can slow its progression. Но есть лечения, которые могут замедлить прогресс этой болезни. I hope they work. I just want to be able to breathe well. Надеюсь, они работают, потому что я хочу дышать легко. Печальная история. Ну а мы переходим к следующему уроку. Exercise 8. With a partner, act out the rows below based on task 7, then switch rows. Use language such as I have taken a look at, it appears to be, can it be. С напарником разыграйте роли, основываясь на упражнении 7, которые мы делали перед этим, и затем поменяйтесь ролями. Используйте такие фразы, как «Я посмотрел на», «Кажется, что у вас», «Может ли быть это?», Student A. Вам нужно. You are Dr. Turkey.
Talk to student B about a respiratory illness, whether it can be cured, treatment options. Вы врач и говорите студент Б о респираторной болезни, может ли быть это излечимо и варианты лечения. Student B, you are a patient. Talk to student A about treating your respiratory illness. Студент Б, вы пациент, вы разговариваете с студентом А, который врач, о лечении вашей респираторной дыхательной болезни. Итак, сочините историю, основываясь на предыдущем упражнении, сделайте что-то похожее. Suggested answer. Good morning, Sally. I've received the test results. What did you find, doctor? I'm sorry to tell you have asthma. Oh dear. Can it be treated? Yes, for one. I can give you a prescription for some medicine. So I'll take pills? Actually no. You inhale it. Доброе утро, Салли. Я получил результаты теста. И что же вы нашли, доктор? Мне жаль вам говорить, но у вас астма. О, может ли это быть излечимо? Да. Для начала я дам вам рецепт на некоторые лекарства. О, я буду принимать пилюли? Вообще-то нет. Вам нужно будет делать ингаляцию. Exercise 9. Writing. Use the conversation from task 8 to fill out the doctor's prescription note. Используя диалог, заполните форму записи доктора. Доктор, prescription notes, пометки, patient name, имя пациента, date, дата, diagnosis, диагноз, prescription, заключение, как лечить и так далее. Итак, нажмите на паузу, потому что дальше я покажу вам правильный ответ. Доктор Clarence Williams, MD. Prescription note. Patient name Sally McNeil. Date 11/15. Diagnosis: patient has asthma. Prescription: 25 ml medicine inhaler. Use inhaler twice daily and as needed. Доктор Clarence Williams. Имя пациента Sally McNeil. Дата 11/15 года. Диагноз у пациента астма. Заключение и выписка, рецепт. 25 мл лекарства ингаляции. Использовать ингалятор 2 раза, если необходимо. То есть 2 раза и, если необходимо, еще чуть больше. Ну что, друзья, это было последнее задание в этом уроке. И для того, чтобы перейти к следующему уроку, вам нужно будет подготовить слова к упражнению 8. Давайте посмотрим, какие слова нам предлагают. So, Unit 8, Respiratory System. И вот слова, которые нам нужно будет подготовить. На этом все, друзья. Спасибо, что вы остаетесь со мной на этом канале, что вам интересны эти уроки. Ставьте лайки для большего вдохновения. Пишите комментарии, пожелания. И до следующего урока. Goodbye. See you.